Привет, меня зовут Вируша. Сегодня я буду говорить о том, что если из отношений убрать деньги, у мужчины не было или нету денег, то такой мужчина для женщины не представляет никакого интереса. Это современные реалии. Все сейчас считается деньгами, и не важны никакие качества человека. На войне как на войне, а кушать хочется всегда. Но мужчина же добывает мамонта, а женщина его ест. Так и должно быть. Одна женщина другой женщине советует, что надо учиться продавать себя, и это начинают делать уже с молодого возраста девушки. И женщины, как говорят женщины, что бедным быть стыдно. Бедным быть не стыдно, стыдно быть продажным. Мужчины говорят, что женщины сегодня похожи на рыбок-прилипалок. Им для того, чтобы обрести смысл в жизни, нужно к какому-то мужчине прикрепиться, закрепиться, чтобы он ее спонсировал. Одна женщина говорит: я люблю своего парня, но если он не будет дарить мне подарки, обеспечивать меня, то это не любовь. Любовь — это торг. Что ты мне можешь дать? Еще одна женщина говорит: я считаю, что мужчина нужен как друг, как любовник. Если он материально в меня не вкладывается, то он таким для меня не считается. А мужчины в ответ говорят: то, что сегодня представляет из себя женщина, она для них не представляет интереса. Одна женщина говорит, что у мужчины нет способности поддерживать, вдохновлять, дать полезный совет. Единственное их дело — это материально обеспечивать. Вот интересно, что эта женщина думает о том, что она может дать мужчине. Мужчины спрашивают: хорошо, ты хочешь богатого, а если он тиран? А если он будет бить тебя? Все равно с ним останешься. Этого потом тебе шубу купит. Есть мужчины богатые, но они жадные. А есть мужчины, которые не очень много получают, но они последнюю рубашку отдадут. Плохо ли все это, что происходит? Ценности у людей должны быть другие. Сегодня я скажу о том, что мы приближаемся к такому порогу, как эксперты говорят о том, что время эпохи капитализма подходит к концу. Это, безусловно, должно повлиять на отношения между мужчиной и женщиной. В этом видео я вспомню, от чего мы оттолкнулись и к чему мы пришли. И что будет, если вообще убрать деньги из жизни? Не покидает людей вопрос: почему нельзя жить в мире и спокойствии? Сейчас огромное количество проблем, которые навалились на людей, ощущается общая усталость людей, и это связано с глобальными изменениями. До капитализма был феодализм, до феодализма был рабовладельческий строй. Ничего вечного не бывает. Система меняет друг друга, тогда происходит серьезнейший кризис. Капитализм исчерпал свои ресурсы и поставил на грань уничтожения человечества. Если люди перестанут брать кредиты, то банковская система рухнет. Она потихонечку рушится, что у большого количества людей нету денег. С одной стороны, на рынке переизбыток, а с другой стороны, сбывать это некуда. Будет ли хорошо, если денег не будет вообще? Сегодня в таком контексте можно услышать, когда речь идет о виртуальных деньгах или криптовалюте. Но если вообще убрать деньги из жизни? Кто-то считает, что отмена денег приведет к миру, процветанию, люди будут объединяться, не будут конкурировать между собой, получать поровну, и никто никому не будет завидовать. Ты считаешь, что наоборот, это будет очень и сложно, и вообще невозможно убрать этот эквивалент оплаты. Но я знаю точно, что не все в этой жизни должно мериться деньгами. Например, советское общество не признавало культ потребления. В СССР была идеология равенства полов. Женщины работали наравне с мужчиной. Брак заключался не ради выгоды, а ради совместного будущего. Не было роскоши, брендов, салоны красоты и отпусков на Мальдивах. Раньше в СССР женщины жили скромно, не предъявляли претензий мужчинам, но при этом все было стабильно. Сегодня же о стабильности можно только помечтать. Сегодняшние женщины хотят жить красиво.
Женщины сегодня учатся пренебрегать своими чувствами. Вот история женщины. Когда ей было 30 лет, она встречалась с мужчинами намного постарше, но они были с деньгами. Тогда они для нее открывали другие горизонты, те, которые она не могла себе позволить. Это были и разные дорогие рестораны, и места, в которые она бы никогда не попала, и люди, с которыми она познакомилась, которые, возможно, никогда бы ей на жизненном пути не встретились. Все было иначе. Но когда она достигла возраста 40+, она поняла, что взрослые мужчины ее больше не интересуют, и стала обращать внимание на либо сверстников, либо молодых. И поняла, что вокруг нее, по ее мнению, одни бедные, материально необеспеченные мужчины, с которыми она больше такой жизни не получит, а она к ней уже привыкла. Но она дала шанс одному мужчине, и после нескольких встреч, они познакомились на сайте знакомств, они приняли решение поехать к нему и зашли в магазин купить продукты. И тут она стала замечать, что мужчина очень внимательно смотрит на цены. Ее это сразу покоробило. И когда они пришли домой, он не мог, конечно, позволить себе покупать какие-то дорогие продукты, которые ей хотелось. Они пришли домой, и она стала обращать внимание, что он, если что-то не дорезал, то очень скрупулезно, как она описывала, клал в пакетик, бережно, экономно. Здесь присутствует слово «экономно». Он экономил на всем, и она сразу подумала о том, что он будет экономить на ней. Она сказала: мне просто противны такие мужчины. Щедрые, нормальные, уже заняты. Поэтому она осталась одна. Не должно быть все только ради денег. Нас, те, кому это выгодно, долго вели к этому. Чтобы мы согласились на эти правила, чтобы мы забыли о любви. У человека должно быть обязательно что-то более высокое. Я хочу, чтобы сегодня люди стали более осознанные. Некоторые люди просто спят. Почему в возвышенных отношениях между мужчиной и женщиной должно присутствовать такое низменное материальное? Денег много, не только радостей, но и очень много страданий. Сколько семей разрушено именно из-за них. Знаете, я знаю женщину, которая стремилась найти богатого, она его нашла, но его никогда нету рядом. И сейчас она готова все променять, только чтобы почувствовать эмоциональную близость. Эмоциональная связь с человеком, она не строится на финансах. Это ежедневные моменты, когда люди просто рядом. Тот, кто любит, должен разделить участь человека, кого он любит. Мастер и Маргарита, Михаил Булгаков. Надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону. Всем спасибо за внимание. Увидимся уже скоро в новом видео. До встречи, пока.